Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня мы поговорим о русской литературе. И мне кажется, мы должны были сделать эту тему уже давно, так как я уверена, очень многие люди интересуются русской литературой. И вообще, русская литература — это в топе причин для изучения русского языка. Я не раз слышала от студентов, что они хотят прочитать какое-то классическое русское произведение на русском, в оригинале. Да, я часто тоже слышу эту причину, и мне становится плохо от этого, потому что я не могу ответить честно, потому что тогда я буду слишком пессимистичной, и, скорее всего, ученик испугается и убежит, но в то же время я не могу обещать, что он сможет читать русскую литературу в оригинале через год, например. Да. Мгм. Давай сегодня кратко расскажем, какие вообще громкие, то есть великие имена есть среди русских писателей. Вдруг кто-то не знает. Да, наверное, самый знаменитый русский писатель — это Федор Михайлович Достоевский. И наши слушатели могут знать его по таким произведениям, то есть по таким книгам, как «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот» и еще много-много других. Мгм. Да, вообще Достоевский стал настолько знаменитым автором благодаря тому, что он был одним из первых авторов, писателей, которые использовали такой глубокий психологический анализ персонажей, разные дилеммы, а, какое мое место в этом мире, имею ли я право вершить или изменять, влиять на судьбу людей. Все эти размышления, раньше такого не было. И Достоевский привнес это в литературу. Поэтому, конечно, это было важным вкладом в общество. В этом выпуске будет много интересных фактов Мгм. о писателях. И интересный факт о Достоевском — это то, что в молодости он был приговорен к смертной казни за его революционные взгляды, но вскоре он был помилован, и его отправили на каторгу. И там он написал, точнее, он вдохновился, если так можно сказать в этом контексте, на написание произведения «Записки из мертвого дома». Мгм. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная возможность практиковать русский язык, найти новых друзей, хорошо провести время, а самое главное — преодолеть языковой барьер. Все детали в описании, присоединяйтесь. Следующий великий автор — это, конечно, Лев Николаевич Толстой. У него есть такие произведения, как «Война и мир», «Воскресенье», «Анна Каренина». И в России все школьники и студенты знают его, так как у него очень длинные книги и очень длинные предложения в книгах. Да, и добавлю интересный факт о его книгах. Это то, что в его произведениях очень много французского языка. И в школе, когда мы читаем эти произведения, конечно, у нас есть внизу текст на русском, и нужно постоянно смотреть вниз страницы, чтобы прочитать, о чем там говорится. Но это был такой прием, чтобы показать светскую, холодную, интеллигентную речь французским языком с помощью французского языка, а с помощью русского языка показать речь более эмоциональную. Да, действительно очень интересный факт. Мне кажется, такое любопытно знать, особенно когда ты иностранец и не изучал это в университете или в школе. Да,
Мне также показалось интересным то, что в 1906 году Толстой мог получить Нобелевскую премию по литературе. Но так как Толстой периодами плохо относился к деньгам, к гонорарам, он написал шведским академикам, просил не давать ему эту награду. Мгм. И если вы смотрите этот выпуск, то вы можете увидеть, что у меня даже есть Лев Николаевич прямо здесь на моей доске. Поэтому, как понимаете, мне нравится этот автор. Мгм. Хорошо, но мы к нему еще вернемся. Да. Следующее громкое имя в русской литературе — это, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. И вы точно слышали о нем, если изучаете русский язык. А вы изучаете русский язык, так как вы на этом канале. Да, мы также называем Пушкина «солнце русской поэзии» или «наше все». Его так называют, потому что он действительно реформировал русский язык. До него он был не такой живой и понятный людям. Ну и, конечно, темы, которые он поднимал в своих произведениях, тоже очень близки нашим людям, поэтому он стал очень популярным. Вы наверняка слышали о таком его произведении, как Евгений Онегин. Также популярны повести Белкина. И я думаю, большинство людей, которые слышали о Пушкине, знают, что у него была трагическая судьба. Он погиб, то есть умер на дуэли за честь своей жены в 37 лет. Интересный факт о Пушкине то, что первые стихи он написал в 8 лет, но на французском языке. Мгм. Действительно интересный факт. Я добавлю еще один факт. Так как Пушкин — это наше все, День русского языка отмечается в день его рождения, 6 июня. Знак близнецы. Да. Следующее имя, думаю, знакомо не многим иностранцам. Это Михаил Юрьевич Лермонтов, писатель, поэт. У него, конечно же, было много произведений, но, пожалуй, самое известное — это «Герой нашего времени». Герой этого произведения очень харизматичный, но неоднозначный герой. Поэтому, если вдруг вы искали, что вы можете почитать на русском, советуем прочитать это произведение. Интересный факт здесь это то, что у Лермонтова был очень сложный, вспыльчивый характер, и, как мы говорим, у него был острый язык, он умел очень изящно оскорбить человека. И еще один интересный факт, грустный факт, это то, что он тоже погиб на дуэли уже в 26 лет. Представляете, был очень молодым. Да, кажется, это неудивительно, и, вероятно, его сложный характер поспособствовал этому. Еще один любимец иностранцев — это Антон Павлович Чехов. Дело в том, что он написал несколько рассказов, то есть более коротких произведений. Их поэтому легче читать. Ну, например, «Три сестры», «Вишневый сад» или «Дама с собачкой». Поэтому иностранцы любят начинать с него. Да, согласна полностью. Изучающие любят произведения Чехова за то, что они короткие, и за то, что слова не слишком сложные. То есть очень часто можно догадаться о значении этих слов из контекста. Но все-таки чтение Чехова, конечно, требует высокого уровня владения русским языком. Да. Да, мне нравится о нем интересный факт, который заключается в том, что первое и основное образование Чехова было медицинское. Он окончил медицинский факультет. И он сам говорил о себе,
что его законная жена — это медицина, а литература — это так, любовница, несерьезное увлечение. И интересно. Да, но сразу на ум приходит, конечно же, палата номер 6. Хотя я бы хотела отметить его пьесу «Три сестры». И эту пьесу очень часто ставят в театрах. И обычно несложно купить билеты на эту пьесу, так как она действительно популярна. И если у вас есть возможность, конечно же, сходите обязательно, даже если вы не любите театр, просто как для опыта. Да. И, конечно, в русской литературе еще очень много великих людей. Это и Ахматова, и Маяковский, Есенин, Пастернак, Булгаков. Очень много. А обо всех в одном выпуске не расскажешь. Мгм. Ну давай вернемся вообще к просто теме русская литература. Говорят о ней, что она очень мрачная и пессимистичная. Что ты думаешь об этом? Согласна? Да, ну вот если так подумать о самых известных произведениях, то какая-то книга со счастливым концом на ум не приходит. Вот если вспомнить Достоевского, то там, конечно, тяжелейшая жизнь простого человека в Российской империи. У Толстого грандиозные темы войны, мира и последствий, а, ошибки у человека. У Чехова а, тема маленького человека, его роли в мире. Ну вот это все звучит очень тяжело. Да, согласна. Никакой книги с хэппи-эндом не приходит на ум. Но даже я думаю, что если есть такая книга, такое произведение, все равно там поднимается тема несправедливости жизни, говорится о глупости людей, о каких-то пороках людей, о том, как тяжела жизнь в России. И, конечно, это все, но оно не приносит каких-то очень счастливых эмоций. Да, абсолютно. Мне вспоминается, наверное, самое депрессивное произведение. Это «Шинель» автора Гоголя. Гоголь. Ам, Кратко расскажу, в чем суть, чтобы вы поняли уровень депрессии, которое Мгм. дает это произведение. У простого человека, служащего, порвалась шинель, то есть его пальто. И он решил, что нужно сделать новое, сшить новое. Конечно, оно стоило дорого, поэтому он долго копил, он много себе в чем отказывал, но в итоге сшил новую шинель, был счастлив, пришел на работу, его поздравили, пригласили отпраздновать в гости. Он пошел праздновать, и на улице его ограбили. Забрали его шинель. В результате он заболел, потому что было очень холодно, и умер. Вот это вообще что такое? Я как себя должна чувствовать после этой книги? Хорошо. Я обожаю рассказывать своим знакомым, иностранцам и ученикам иногда тоже о том, насколько депрессивна русская литература, и я привожу в пример Муму Тургенева. Сейчас тоже будет спойлер. Итак, если коротко, есть мужчина, он глухонемой, то есть он не может говорить и слышать. И один раз он нашел в реке собачку. Эту собачку кто-то хотел убить, то есть бросил в воду и надеялся, что она там умрет. Уже прекрасное начало. Он забирает собачку себе. Герасим работает дворником при дворе, при московском дворе. Он забирает собачку себе, и все любят эту собачку, кроме главной женщины в этом дворе, кроме барыни. И она говорит, что от собаки
нужно избавиться. А, От нее пытаются избавиться другие люди, продают ее, но собака снова прибегает к Герасиму, и тогда Герасим думает, что, ну, если он ничего не сделает с собакой, сделает кто-то другой. А собака — это единственное близкое существо, которое у него есть, потому что у него тоже там была плохая, грустная история, любовная история. И что делает Герасим? Он берет собаку, на лодке плывет по реке и топит собаку. То есть убивает ее, чтобы ее не убил кто-то другой. И мы читаем это произведение в школе в 5 классе. Ну, сколько? 11-12 лет. По-моему, это too much. По-моему, это слишком грустное произведение для детей. У меня, если честно, пошли мурашки по коже, когда ты рассказывала историю. Но это еще я рассказывала очень простыми словами, без деталей, а когда вы читаете описание этих сцен, ну, Да. Точно. я думаю, мы ответили на наш вопрос, насколько Да. мрачная и трагичная русская литература. Да, 2 примеров было достаточно. Один вопрос, широко обсуждаемый в России, это вопрос о школьной программе по литературе, так как ты правильно сказала, многие считают, что чтение таких тяжелых произведений школьниками это немного жестко и не совсем подходит для развития молодежи. Ну вот ты как думаешь, стоит ли продолжать читать классику в школе или люди сами прочитают произведения, когда вырастут? Да, действительно, вопрос сложный, потому что это элемент нашей культуры, и мы должны знать эти произведения. И да, когда мы вырастаем, у нас появляются другие заботы, другие проблемы. Я считаю, что некоторые произведения можно оставить, ну, наверное, большинство, но не нужно требовать от детей, чтобы они понимали эти проблемы, потому что в этих произведениях проблемы взрослых, травмированных людей и очень часто людей прошлых поколений, когда обстановка была другая, приоритеты были другими. То есть просто прочитать нормально, но так как мы делаем это на уроках литературы, анализируем тоже, например, Каренина, почему она сделала то, что она сделала в конце произведения, как может ребенок понять это. Мне кажется, это не нужно. Просто давайте у детей будет счастливое детство, беззаботное детство, таким, каким оно должно быть. Давайте нет, решило правительство России и установило такую программу. Я в целом с тобой согласна. Мне кажется, еще есть проблема в российских школах в том, что учителя навязывают одну точку зрения и заставляют студентов, школьников учить детали, цитаты из этих труднейших, длиннейших произведений. И мне кажется, если бы подход к тем же самым произведениям был более свободным, оставлял бы место для своего мнения, то даже эти сложные произведения можно было бы как-то преподать, преподнести студентам так, чтобы что-то они для себя вынесли. Я согласна, потому что для учителя литературы не существует какого-то другого мнения. Ученик должен отвечать так, как написано в ее методичке. И это дико раздражало, потому что, ну, как я уже сказала, очень часто дети просто, ну, в силу своего жизненного опыта, они не могут понять этих проблем в классических произведениях. Да, я бы хотела, чтобы чтение классики в школах преподносилось как: ребята,
вы можете читать русскую литературу в оригинале. Это то, о чем мечтают многие. Это часть нашей культуры, нашей истории, как угодно можно это называть, не знаю, менталитета, чего угодно. Просто хотелось бы, чтобы действительно дети думали о том, что вау, я могу это читать, и если они не понимают того, что происходит в этом произведении, это не было бы какой-то трагедией и проблемой для них. Мгм. Да. Ну что, вопрос недели. А вы уже читали что-то из русской литературы? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.